Здравствуйте, дорогие зрители канала «Голос Анха». Сегодня в видео я расскажу о начале ретроградного движения Меркурия, которое стартует уже 19 июля. В современном мире, где эффективность коммуникации является краеугольным камнем практически всех аспектов жизни, неожиданные помехи могут вызвать значительные затруднения. И вот на горизонте замаячило очередное астрономическое явление, способное внести сумятицу в наш тщательно выстроенный распорядок. С 19 июля начинается очередной в этом году ретроградный Меркурий. Это не просто астрономическое событие, это период, который многие люди ощущают на себе как время замедления темпа жизни, неожиданных препятствий и необходимости переосмысления давно принятых планов. Представьте себе, начиная с 19 июля нас ожидает время, когда обычная речь может стать непонятной. Техника неожиданно начнет отказывать, а забытые или отложенные проблемы вновь напомнят о себе с удвоенной силой. Давайте разберемся подробнее, что представляет собой этот период, как можно минимизировать негативное влияние ретроградного Меркурия и, более того, извлечь из него максимальную пользу. С точки зрения астрономии, ретроградное движение планеты – это оптическая иллюзия. Земле кажется, что планета движется попятно, назад по своей орбите. На самом деле это всего лишь результаты разницы в скоростях движения Земли и других планет вокруг Солнца. Однако в астрологии это явление наделяется глубоким символическим значением. Меркурий, как известно, управляет множеством сфер нашей жизни. Эта планета отвечает за все, что связано с информацией, коммуникациями, мышлением, логикой, обработкой данных, документами, путешествиями, технологиями, торговлей, образованием и, что немаловажно, за нашими ежедневными перемещениями и связями с окружающим миром. Поэтому, когда Меркурий отступает, все эти сферы попадают под влияние своеобразного замедления. Процессы замедляются, возникают задержки, появляются ошибки, недоразумения, сбои в работе техники и программного обеспечения. Это время, когда привычные отработанные алгоритмы действий вдруг дают сбои, а прямолинейное движение к намеченной цели встречает непредвиденные препятствия. Астрологи интерпретируют ретроградный период Меркурия как время переосмысления, пересмотра ранее принятых решений и возвращения к незавершенным делам. Это прекрасный период для того, чтобы проанализировать свои достижения и ошибки, пересмотреть стратегии, доработать недочеты. Вместо того, чтобы пытаться пробиться сквозь стену сопротивления, лучше остановиться, перегруппироваться и подготовиться к новому рывку. Возможно, это время подскажет вам необходимость корректировки планов, покажет скрытые проблемы в проектах, которые ранее казались безоблачными. В период ретроградного Меркурия особенно важно быть внимательным к деталям. Перед подписанием важных документов необходимо тщательно перепроверить все пункты, убедиться в отсутствии ошибок и неточностей. Путешествия лучше планировать заранее, учитывая вероятность задержек и непредвиденных обстоятельств. В общении с людьми стоит быть более терпеливым и внимательным, стараясь избегать конфликтов и недопониманий. Не стоит начинать новых крупных проектов. Лучше сосредоточиться на доработке уже существующих. Ремонт техники или компьютера лучше отложить на более благоприятное время. Однако, несмотря на потенциальные трудности, ретроградный Меркурий – это не только время проблем, но и время возможностей. Это период благоприятный для анализа, самоанализа, переосмысления прошлого опыта. Это время, когда можно вернуться к старым проектам, заново оценить свои достижения и проанализировать свои ошибки. Это период для завершения давно начатых, но так и не законченных дел, для разбора завалов и упорядочения информации. В это время полезно заниматься медитацией, самосовершенствованием, пересмотром своих целей и приоритетов. А на сегодня это все и помните. Ретроградный Меркурий – это время не для активных действий, а для внутренней работы, для подготовки к будущим свершениям. Поэтому вместо того, чтобы паниковать из-за возможных задержек и проблем, лучше использовать это время для продуктивной внутренней работы и планирования. И помните, что все трудности временны.
И после окончания ретроградного периода Меркурий снова начнет прямое движение, открывая новые возможности и перспективы.